С вами Иван Жданов, и это очередная сводка новостей войны. Войны, которая продолжается уже 22 дня. Сегодня 17 марта. В Мариуполе уничтожен драмтеатр, где жители прятались от бомбежек. Байден назвал Путина военным преступником, а сам Путин провел длинную видеоконференцию. Самое важное из нее мы покажем вам сегодня. А пока давайте посмотрим, как воюет российская армия. Есть свежее ночное видео. Это была моя школа. Вот так обстреляли школу в городе Мерефа. Это юго-западная окраина Харькова. Посмотрите на результат. Здание полностью разрушено. Местные чиновники говорят, что повреждены также жилые дома. В Киеве сбили крылатую ракету, обломки которой упали на жилые дома в Дарницком районе. По сообщению украинской стороны, 1 человек погиб и 4 пострадали. Продолжается сражение за Рубежный и Северодонецк. Глава Луганской администрации Сергей Гайдай сообщил, что из-за тяжелых ночных обстрелов в Рубежном горели 27 домов. Но главная новость, которая вчера вечером всколыхнула всех – атака на драматический театр в Мариуполе. В здании театра уже больше недели скрывались от обстрелов местные жители. На спутниковых снимках видны надписи «Дети» рядом на асфальте, хотя стоит признать, что от бомбежек такие надписи просто не помогут. Пилоты их не увидят. Есть видео, снятое несколько дней назад, на котором видны люди внутри здания театра. И вот как теперь выглядит театр. Пока нет ни фото или видео погибших или раненых, но утром украинский депутат Сергей Тарута сообщил, что бомбоубежище под драматическим театром в Мариуполе выдержало авиаудар, люди живы и завалы начали разбирать. Будем надеяться, что именно так. Украинская сторона заявляет, что это был российский обстрел. Российская пропаганда говорит, что это провокация полка Азов. Якобы людей насильно удерживали в здании театра, а потом взорвали, чтобы сделать провокацию. В телеграм-канале Russia Today за несколько часов до взрыва появился пост об этом. То есть, если это российская сторона, то мирных жителей убивали целенаправленно. Как видите, чем дольше идет война, тем больше становится таких совершенно непонятных трагедий. И не случайно все это происходит на и вокруг территорий, которые так или иначе контролирует Россия. Что Донецк, что окруженный Мариуполь. Получить хоть какую-то информацию из Мариуполя очень сложно. Но как бы то ни было, нам известен виновный в взрыве театра. Это Путин. Ведь именно он начал эту войну. До 24 февраля театры в Украине не взрывались, и никакие националистические батальоны не угрожали мирным жителям. Вчера Путин провел встречу с главами регионов, на которой обсуждались меры социально-экономической поддержки. Но началось все, конечно, с обсуждения войны. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Отмечу, что Украина, поощряемая Соединенными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию. Точно ли все идет строго по плану? То есть план был в том, чтобы пересечь границу и, пройдя по 100-200 километров, остановиться и начать бомбить жилые дома? То есть вот это все было заранее продумано в точном плане Путина, который армия теперь выполняет? И вот почему, по мнению Путина, началась война. Киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Действительно, украинцы должны были просто взять и сдаться.
Путин постоянно говорит, что вся эта война нужна для защиты суверенитета России. Но в реальности свой суверенитет защищает как раз Украина. Что-то я не припомню, когда это украинские войска пересекали границу России с целью отжать у нее еще немного земли. Ну и еще небольшое видео Путина. Извиняюсь за Путина, конечно. Классический пример лжи. Посмотрите. В отличие от западных стран, мы будем уважать право собственности. Что хочу особо подчеркнуть. Надо четко понимать, что новый пакет санкций и ограничений против нас последовал бы при любом развитии событий. Хочу это подчеркнуть. И ведь это тот же самый Путин, и подконтрольная ему Дума собирается национализировать компании, которые приостановили работу в России. Тот же Макдональдс. О каком уважении, о какой неприкосновенности частной собственности может идти речь? Бюджетников сгоняют на митинги 18 марта. Путинская власть называет эту дату Днем воссоединения Крыма с Россией. Митинги организуются по всей стране, но главный пройдет в Лужниках. Они там традиционно проходят каждый год, устраивает концерт. Приходит Путин. В этот раз обещают праздновать под лозунгами «За мир», «За Россию», «За президента». Они прямо фирменный стиль сделали с этой нацистской буквы «З». Больше всего о принуждении пойти на эти митинги пишут студенты и работники РЖД. Просто очень большая организация. Я думаю, что у каждого есть возможность отказаться от участия в этом митинге. Или пойти и сказать, что вы думаете на самом деле, что вы против войны. Это будет настоящий поступок. Но у меня нет никакого ни сочувствия, ни понимания к тем, кто пойдет на этот митинг, сказав, что их заставили. Россия потеряла уже 7 тысяч человек убитыми и не меньше 14 тысяч раненых. Убиты как минимум 3 генерала. Такие данные приводит Нью-Йорк Таймс в своей статье со ссылкой на американскую разведку. Они же пишут, что это больше, чем все потери американской армии за 20 лет в Ираке и Афганистане. 7 тысяч погибших – это официальные данные потерь во Второй Чеченской войне. Хотя на самом деле там было тоже гораздо больше. По поводу погибших генералов. В Екатеринбурге в окружном доме офицеров позавчера прощались с генерал-майором Виталием Герасимовым. По данным украинских СМИ, Герасимов погиб 7 марта под Харьковом. Но ни Минобороны РФ, ни госсми ничего не говорят об этом. То есть у вас погиб целый генерал, заместитель командующего армией, и вы просто молчите. То есть наплевать вообще на всех. Думаю, также бросили пилотов вот этого сбитого штурмового вертолета К-52. Или чтоб не говорили. Приземлили. Не до ласточка. Собачий. Боками отстреляны не успел. Ракеты на месте. Нусы не сработали. Не успел. Гадость. Парашюта кусок валяется. Про вот эти увязшие танки тоже ничего не говорят российские военные. Так, рассказываю историю про эти танки. Значит, мы видим вот изображение. Так, 2 кленовых листочка. Этот танк заезжал на огород к нам. Потом они там не переехали через речку и стали искать место. Вот они сюда, эти 2 танка, приехали. Это дубовые листья, и это эмблема 4-й гвардейской танковой дивизии, той самой, Кантемировской. На видео всего 4 танка, 2 застряли, еще 2 приехали, чтобы их вытащить, и тоже остались в земле. Байден назвал Путина военным преступником. Президента США спросили, вы готовы назвать его военным преступником? На что Байден ответил сначала нет, а потом вернулся и все же произнес это. I think he is a war criminal. То есть я думаю, что он и есть военный преступник. Тем временем в США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе. В нее вошли представители Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии.
Китай все еще не выбрал сторону и поступают противоречивые сведения. Например, посол Китая в США заявил, что война, которую развязала Россия против Украины, не идет на пользу КНР. Он также отверг утверждение, что Китай знал о подготовке РФ к войне, соглашался с ней или молча поддерживал ее. Ранее в нашем эфире китаист Михаил Карпов говорил, что обычно китайские чиновники не лгут в официальных заявлениях и говорят то, что примерно и думают. Если это так, то Путин вряд ли дождется военной помощи от КНР. А вот США военную помощь Украине только наращивают. Байден заявил, что они отправляют оружие на $1 миллиард, в том числе 800 стингеров, 2000 джавелинов, 5000 винтовок и 20 миллионов патронов. Кроме того, как пишет Политика, США отправят Украине 100 дронов камикадзе Switchblade. Такие дроны очень опасны, их можно наводить на цель с помощью тех же байрактаров и точечно уничтожать танки и другую технику. А мы продолжим вам рассказывать о самых важных событиях войны. Обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал «Популярная политика». Сегодня в 19 по Москве и 18 по Киеву мы проведем очередной эфир с большим количеством гостей. Не пропустите.